Привет! Так как я один из тех многочисленных любителей заварить себе чашечку ароматного кофе с утреца, мне было интересно, какую пользу несет себе кофе. И вообще, хотелось бы узнать побольше об этом напитке. А узнав много интересного, я захотел поделиться этой информацией с тобой, мой дорогой зритель. Начнем с интересной истории, с чего все началось. Говорят, что кофе был обнаружен пастухом коз в Эфиопии в 1500-х годах. Он видел, как его козы ели кофейную вишню. Впоследствии он заметил изменения в их поведении. Они набрались большого количества энергии и не спали по ночам. Пастух поделился своей находкой с местными монахами. Сделав себе напиток из кофейных зерен, они поняли, что могут не спать всю ночь и молиться. Весть об этом распространилась среди других эфиопских монахов и вскоре распространилась по всему цивилизованному миру. Как кофе может улучшить здоровье? Нет кофе – нет работе. Этот слоган изображен на кружках, кухонных вывесках и даже на футболках. Верный признак любви людей к своей повседневной чашке. Будь то горьковато-сладкий вкус, ореховый аромат или просто кофеин, это безусловно напиток, на который многие полагаются. К счастью, кофе не только помогает привыкнуть к утреннему свету, но и приносит пользу для здоровья. Например, дает тебе энергию, которая может обустроить твою умственную концентрацию, улучшить настроение и улучшить работоспособность во время упражнений. Повышение метаболизма, что может снизить риск диабета второго типа. Поддержание прочности и здоровья кровеносных сосудов, что может снизить риск инсульта. Предоставление антиоксидантов, которые могут снизить шансы на развитие рака. Обеспечивать небольшим количеством питательных веществ, таких как калий, ниацин и магний. Кроме того, кофе – идеальный способ включить в свой рацион обезжиренное или нежирное молоко, увеличивая потребление кальция и витамина D, который необходим для сохранения прочности и здоровья костей. Лично я предпочитаю пить кофе и молоко отдельно. И также люблю больше именно натуральный кофе, так как он полезнее и приятнее на вкус, чем растворимый кофе. А какой кофе любишь ты? Напиши об этом в комментариях. Есть ли недостатки у употребления кофе? Преимущества употребления кофе огромны, но есть некоторые недостатки, которые следует помнить, особенно если ты склонен пить ароматные послащенные версии или несколько чашек в день. Если ты заправляешь свой кофе большим количеством сахара, то можешь в конечном итоге свести на нет его преимущества. Добавление слишком большого количества сахара в кофе или выбор сладких напитков, таких как латте или смешанные кофейные напитки, может привести к увеличению веса и в конечном итоге к риску сердечно-сосудистой системы. Кроме того, как и со всем, что мы вводим в свое тело, умеренность является ключевым моментом, а слишком много кофеина может быть вредным. И вот что может случиться. Проблемы со сном, расстройство желудка, беспокойство или нервозность, мышечный тремор, также известный как дрожь, увеличенное сердцебиение. Кофеин также может вызвать привыкание. 26% любителей кофе считают себя зависимыми от этого напитка. И если ты привык к 3 чашкам в день и внезапно полностью исключил его из своего рациона, у тебя могут возникнуть симптомы отмены, такие как резкие головные боли. Кому следует ограничивать потребление кофеина или избегать его употребления? Есть люди, которые могут быть более предрасположены к негативным побочным эффектам кофеина. Проконсультироваться со своим врачом о том, следует ли ограничивать употребление кофе или полностью отказаться от него, нужно в таких случаях. Нарушение сна, например, бессонница. Если страдаешь мигренью или хроническими головными болями, и есть беспокойство, у тебя нерегулярный сердечный ритм. Беременность, высокое кровяное давление. Если принимаешь определенные лекарства, такие как стимуляторы, лекарства от астмы или сердечных заболеваний. Детям и подросткам также следует избегать употребления большого количества кофеина, поскольку они более чувствительны к его воздействию, чем взрослые. Знай свое тело и свои пределы. Тела у всех разные, то, как ты усваиваешь кофеин, может отличаться от того, как ты его используешь, поэтому важно синхронизироваться со своим телом. Обрати внимание на то, как ты себя чувствуешь после употребления кофе. Если чувствуешь нервозность после 2 чашек, возможно, ограничься 1 чашкой в день. Если у тебя проблемы со сном, когда ты пьешь кофе после ужина, лучше оставь его на утро.
Вообще рекомендуется пить кофе к 12 часам дня, а пить кофе вечером или перед сном я бы тебе не советовал, так как выпив чашку кофе где-то под вечер, я долгое время не мог уснуть, несмотря на сильную усталость. И все это время было одним мучением. Имей в виду, существует множество факторов, влияющих на уровень кофеина в кофе. Например, тип смеси, способ заваривания или даже место выращивания кофе. Например, если ты заметил, что горячий напиток из местной кофейни имеет больше негативных побочных эффектов, чем твой капельный кофе дома, то ты можешь придерживаться своего собственного проверенного рецепта кофе. Все, что мы вкладываем в свое тело, может повлиять на наше здоровье. И если ты прислушиваешься к своему телу, кофе не только облегчит тебе день, но и принесет пользу для здоровья с каждым освежающим глотком. И если было интересно и полезно, тогда подписывайся на мой канал, оставляй лайк и пиши в комментариях, сколько чашек кофе в день ты обычно употребляешь. Пока!